Фермер привязал умирающего мустанга к дереву, оставив его наедине с ночными хищниками. Ветер был холодным, пустые поля окружали уставшего коня, который едва стоял на ногах. Его глаза, когда-то полные огня и духа, теперь были тяжелыми от боли и истощения. Фермер, холодный и равнодушный, считал лошадь слишком слабой, чтобы жить, и решительно закрепил веревку так, чтобы исключить побег. Оставив мустанга умирать, он ушел, не оглянувшись. Ночь принесла с собой стаю волков, которая бесшумно окружила мустанга, чувствовавшую добычу и приближающуюся смерть. Мустанг отчаянно пытался вырваться, но узел держал, и веревка все глубже врезалась в шею. Последние силы уходили в борьбе с неизбежным. И тогда раздался звук шагов, все громче и громче. Из леса появилась женщина, Марла, полная решимости спасти мустанга. Она прорывалась через стаю, крича и отпугивая волков, не позволяя им приблизиться. Ее голос был уверен, ее ноги не знали усталости. Подойдя к коню, она быстро и ловко начала развязывать привязь. Волки приближались, но Марла стояла между ними и жаждущей добычей, не отпуская узлы. С последними усилиями она перерезала веревку, и мустанг, хоть и истощенный, сумел встать на ноги. В миг напряженного противостояния с вожаком волков все замерло. Мустанг сделал шаткий шаг вперед, а Марла взяла его под защиту и помогла подняться. Они поспешили уйти, прячась от волков, которые пустились в погоню, но Марла мчалась вперед, не оглядываясь. Свобода была близка, и в тот момент мустанг вновь почувствовал вкус жизни. Дорога в ветеринарную клинику была тяжелой. Там доктор Эмили взяла мустанга под свое попечение, лечила раны, восстанавливала силы и здоровье тела. Но самое трудное было вернуть доверие к людям. Мустанг дрожал от страха, его глаза несли боль пережитого предательства. Марла проводила с ним много времени, тихо разговаривая и утешая. Она рисовала в его воображении картины свободы, бескрайних полей и жизни без страха. День за днем мустанг постепенно начинал доверять, его тело крепло, а в глазах появился вновь огонь. Однажды утром мустанг, полон решимости, встал гордо и уверенно. Его страхи отступили, и он сделал первый шаг навстречу новой жизни. Когда Марла протянула руку, он коснулся ее носом, нежным знаком благодарности и доверия. Настал день, когда Марла выпустила мустанга в открытое поле. Его тело, еще помнящее боль, вскоре обретало силу и легкость. Он сорвался в стремительный галоп, свободный, сильный и живой. На его лице светилась победа, а рядом стояла Марла. Слезы радости и гордости блестели в ее глазах. Мустанг больше не был сломленным животным. Он стал символом стойкости и надежды, живым примером того, что в самых темных моментах всегда есть второй шанс и путь к исцелению. Марла и мустанг вместе прошли через боль и разочарование, и теперь связаны глубокой неразрывной связью. Она поверила в силу душевного исцеления и силу любви, а он — в возможность новой жизни. История мустанга напоминает нам, что, несмотря на испытания и падения, каждый заслуживает шанса на свободу и счастье.